Всех приветствую, дорогие друзья, случайные зрители, гости моего канала. Сейчас вот нашел видео такое на ютубе. Самые пугающие гибриды животных. Вот. Ну, еще не смотрел, короче, меня вот эта вот превьюшка зацепила. Вот, поэтому хотел бы с вами, короче, чекнуть, короче, что тут за пугающие виды вообще, и обсудить с вами, как это вообще может быть. Наша сегодняшняя подборка посвящена самым жутким и пугающим гибридам животных. В наши дни никого не удивишь выведением все новых и новых видов животных, но уверены ли вы, что все они безобидны? Просмотрев этот выпуск до конца, вы сможете ответить на этот вопрос, ведь Ну, это я знаю, это лигр. впереди вас ждут гигантские Лес тигра. суперкрокодилы, достигающие 6 метров в длину, жуткие псы, похожие на лютоволков из «Игры престолов», гибриды самых мощных и опасных медведей на планете и многое другое. Смарт-пицца. Суперкрокодилы. Вы знали, что появление на свет гигантских крокодилов вполне может оказаться делом рук человека, а точнее результатом скрещивания морских и пресноводных особей. Такое часто происходит в неволе. Например, Жао-Яй, один из самых известных азиатских крокодилов, Крокодилы вот так вот, короче, крутятся, это специально в воде, то есть, когда заходят, тем самым они, короче, ну, откручивают, либо, ну, во-первых, топят жертву, а во-вторых, они либо откручивают кусок плоти, вот, то есть они держат, и не успевает жертва крутиться, они выламывают просто. который в длину достигает почти 6 метров, является метисом. Гиганта поймали в Таиланде в 1972 году. С тех пор он обитает на крокодиловой ферме и удерживает титул рекордсмена по длине. Впрочем, с каждым годом увеличивается вероятность конкуренции со стороны американских и кубинских рептилий. Там, в результате сельскохозяйственных работ и осушения болот, пресноводные крокодилы тоже оказываются вынуждены переселяться к морским собратьям. Кто знает, к каким последствиям это приведет. Дзо. Дзо, также известный как хайнак, гибрид яка и домашней коровы. В переводе само слово дзо означает метис мужского пола. Хайнакам свойственен гетерозис, генетическая особенность, благодаря которой потомство всегда получается крупнее и мощнее родителей. Необыкновенная выносливость сделала этих быков популярными у населения подножья Эвереста. У самой высокой горы мира располагается множество альпинистских лагерей, которые постоянно нуждаются в поставках продуктов и оборудования. Многие вообще утверждают, что только благодаря этому гибриду местное население без труда выживает круглый год в суровом горном климате. Однако ученые такую категоричность не поддерживают. Несмотря на свою пользу, дзо все еще является жутковатыми существами. Большинство из них угольно-черного цвета, больше 1,5 метра в холке и весят более 300 килограммов. Австралийская черноносая акула. Это один из немногих акульих гибридов, известных науке. Обнаружен он был в январе 2012 года у побережья Австралии. На участке мелководья протяженностью почти 200 километров исследователи позже обнаружили целых 57 представителей этого жутковатого и необычного вида. Само появление гибрида говорит о том, что акулы пытаются адаптироваться к более теплым водам. Новость о появлении гибрида немало встревожила ученых, ведь почти все метисы оказались куда крупнее и мощнее своих родителей, а значит, со временем могут полностью выжить их из этих мест. Да и что может быть более пугающим для жителей этого континента, чем новость о новой акуле, которая оказалась сильнее и больше прежних? Ведь Австралия и без того является страной самой жуткой фауны, в том числе и водной. Собака-волк. Смотрели «Игру престолов»? Лютоволки из этого сериала очень напоминают существующих в реальности собаковолков. Современные собаковолки – это помесь домашних собак, подходящих пород, и диких волков. Такое скрещивание крайне редко происходит естественным путем. Чаще всего инициатором появления собаковолков выступают люди. Причиной тому является желание защитить себя от нападений волков в лесистых местностях. Но завести себе такое животное не всегда
всегда становилось решением проблемы. Очень часто такие метисы оказывались диковатыми и плохо поддавались дрессировке. В наши дни такое скрещивание официально запрещено на территории большинства стран мира. Конечно, до сих пор находятся люди, которые готовы заплатить большие деньги на черном рынке, чтобы заполучить себе собака-волка. Как и предыдущие поколения, такие покупатели надеются обрести в животном друга и защитника, но очень редко это оказывается правдой. Только в первые несколько лет жизни собака-волки ведут себя как обычные псы. В зрелые годы волчьи гены одерживают верх, и животное становится очень агрессивным, постоянно пытаясь утвердиться в качестве лидера. Хозяин начинает видеться собака-волку не другом, а соперником. Из-за такой агрессии от животного часто отказываются. Согласно данным волчьего убежища, приюта для собака-волков в США, 9 из 10 их подопечных оказываются на улице еще в первые годы жизни. Не помогает в этом случае и закон. Во многих странах он официально против содержания таких питомцев, которые считаются дикими животными. Единственное место, где изгои могут жить нормальной жизнью – специальные приюты для одомашненных волков. Не впечатляют современные лютоволки? Ничего страшного, ведь впереди вас ждут еще более опасные и интересные гибриды. Оставайтесь с нами до финала выпуска, чтобы узнать о гибриде двух видов опаснейших медведей, невероятной помеси морских млекопитающих, а также увидеть гибрид львицы и ягуара. Давайте продолжим. Еглион. Может ли существовать в природе помесь львицы и ягуара? Да, науке известно несколько таких особей. Найденных метисов было решено окрестить еглионами. Первый еглион был зарегистрирован в 1967 году в Национальном зоологическом саду Притории в Южной Африке. Это был гибрид африканской львицы и южноамериканского ягуара. В 2006 году еще два еглиона появились на свет в канадском заповеднике. Джазара и Цунами стали результатом чистой случайности. Самец черного ягуара по кличке Дьявола начал ухаживать за львицей Лолой. Неудивительно, ведь они с первых месяцев росли вместе и почти не разлучались. Когда парочка достигла зрелости, сотрудники заповедника попытались ее разделить, но после каждой попытки животные впадали в глубокую депрессию. После очередного воссоединения стало понятно, что два столь непохожих представителя диких кошек теперь семья. Ученые всерьез сомневались в том, что у такой разной парочки получится потомство, но ошиблись. Джазари и Цунами сейчас уже по 14 лет. Первая из-за своего благородного окраса стала настоящей звездой заповедника. Однако ей не повезло. Лола отказалась от Джазары сразу после рождения. Возможно, все из-за того же окраса. Самку еглиона выходили сотрудники заповедника. Гроллар. Гроллеры, также известные как пизли, гибриды гризли и белых медведей. Появление плодов столь необычных союзов было неизбежно. С повышением температуры в Арктике и урбанизацией многих северных регионов, белые медведи начинают мигрировать на юг. Медведи-гризли же, спасаясь от похожих проблем, отправляются на север. Дальше в дело вступает сухая статистика. Белым медведям нужно найти новые территории для жизни, ведь привычные для них полярные льдины начинают слишком активно таять. На новых местах значительно сокращается количество взрослых самцов, и в результате приходится искать другие варианты для продолжения рода. Потомство у гризли и белых медведей получается крайне опасное. Оба вида медведей — это крупные и жестокие хищники, и все свои охотничьи инстинкты они передают по наследству. С точки зрения биологов, ничего особенно необычного в появлении таких союзов нет, ведь когда-то около 150 тысяч лет назад белые медведи отделились в процессе эволюции от тех же самых бурых. Почувствовав угрозу своему существованию, белые медведи решили вернуться к корням. Гроллеров все чаще встречают на Аляске и на севере Канады, а ученые уверены, что однажды они превзойдут числом своих предков. Лигр.
Что Лигр, вот получится, если то, скрестить что я между говорил. собой двух свирепых диких кошек? Тигр и лев. Получатся лигры, потомство льва-самца и тигрицы. Закон никак не регулирует выведение этого подвида, но получение потомства лигров часто оказывается очень сложным, в основном из-за проблем со здоровьем. В дикой природе львы и тигры не заинтересованы в спаривании друг с другом, но в неволе удается достичь смещения природных инстинктов. Сейчас в мире насчитывается около 20 представителей этого гибрида. Из-за небольшой популяции сложно выработать средние характеристики, но можно с уверенностью назвать некоторые данные. Вес около 300 килограммов, длина 4 и более метра. Самый крупный ныне живущий лигр по кличке Геркулес весит 450 килограммов. Таким образом, он примерно вдвое тяжелее среднего льва. Ранее считалось, что эти гибриды растут на протяжении всей жизни, по тем же причинам, что и у людей-великанов, из-за нарушения работы гипофиза. Однако последние исследования показали, что лигры, так же как и другие представители семейства кошачьих, перестают расти к 6 годам жизни. Но у потомка львов и тигриц есть свои проблемы. Лигры склонны к ожирению, так как их аппетит сложно утолить. За один раз эта кошка может съесть до 50 килограммов мяса. Чтобы подопечный не страдал от избытка веса, смотрители зачастую ограничивают кормление 10-15 килограммами. Ученые считают, что появление лигров не уникальный прецедент. В доисторические времена крупные кошки часто скрещивались между собой, чтобы сохранить род в условиях быстро меняющегося климата и высокой конкуренции за пищу. Представляете себе, как мог выглядеть древний саблезубый лигр? Может, как-нибудь так? Вольфин. Один из самых редких в мире гибридов, помесь самки афалины и самца малой черной касатки, ученые назвали вольфином или же касатка-дельфином. Первый известный науке вольфин родился в Токио в 1981 году, однако скончался спустя 200 дней. Самая известная особь по кличке Кекаймалу родилась 15 мая 1985 года. При рождении она весила 200 килограммов, а ее длина составляла 114 сантиметров. Уже в 10-летнем возрасте она достигла 272 килограммов, в то время как длина ее равнялась почти 3 метрам. Кстати, что касается характеристик вольфинов, то самое интересное среди них – это зубы, а точнее их число. У афалины их 88, у касатки 44, а у касатка-дельфина 66, то есть ровно посередине. Нифига. Инвазивные термиты. Как будто миру было мало обычных термитов. Перед вами два вида термитов – тайваньский подземный термит и азиатский подземный термит. Они различны по своему строению, размерам, повадкам. Ареалы их обитания исторически практически не пересекались. Это были умеренные и субтропические области Китая и Тайваня для первого вида и тропики Юго-Восточной Азии для второго. Это два известных вредителя древесных построек, с которыми человек то и дело сталкивается, воюет и чаще всего проигрывает битву. И вместе с человеком эти два вида успешно перемещаются по планете. И если раньше эти виды нигде не встречались на одной территории, то сейчас зарегистрировано по меньшей мере 3 места, где они обитают бок о бок. Американские энтомологи наблюдали в природе скрещивание двух видов термитов, которые прежде были разделены географическими и экологическими барьерами. Как выяснилось, в ходе последующих лабораторных экспериментов самцы и самки этих двух видов легко образуют пары, скрещиваются между собой и образуют успешные колонии, в которых выращивают жизнеспособное потомство. Ну а в комментариях напишите, какой гибрид. Короче, понятное дело. Короче, я ждал, если честно, что-то пободрее, поинтереснее как-то вот этой всей движухи, чем вот эта вот картинка вот с этим тигром черным меня, конечно, подцепила. Так что, ребят, подпишемся, ставим лайки, смотрим реакции, комментарии, пишите, что вообще думаете по этому поводу, по поводу вот этих всех скрестных движений, непонятно. С вами был я, Оскар Инкс. Ребят, до новых встреч. До новых встреч. Лайк, коммент, подписка по старой наработанной схеме. Поднял, обнял.